Стратегии и пиксельная графика на первый взгляд странная парочка. Большие тактические игры обычно тянет в реализм и сотню менюшек, но именно инди-разработчики доказали, за горсткой пикселей может прятаться такая глубина, что отрываешься только в 3 ночи. Сегодня 10 таких игр в Steam, от королевств, которые ты выстраиваешь, до милых зверушек, устроивших революцию с каннибализмом. Жанры разные, идеи разные, но роднит их одно – умный геймплей в обертке, которая греет душу. Игры представлены по алфавиту, чтобы вам было удобнее искать нужную. Это быть инди, спасибо за лайк и приятного просмотра! Представь поле 3×3, 9 клеток, казалось бы, ну что вообще можно построить на таком огрызке земли? А вот что, целое королевство, которое к концу забега начинает буквально ломать игру об колено. 9 королей — это рогалик декбилдер от студии с прекрасным названием Set Socket, под крылом издателя Hooded Horse. Тех самых, что выпустили Manor Lords, так что чутье на хорошие стратегии у ребят, мягко говоря, работает. Суть до неприличия простая. Каждый ход тебе раздают карты, здания, юниты, разные бафы, и ты раскидываешь их по своим 9 клеткам. Потом жмешь в бой, и армия вражеского короля несется штурмовать твои стены. Сама битва идет на автомате, твое дело вовремя дернуть способность короля. Начинаешь ты, кстати, за короля ничего, самого сбалансированного и самого скромного во всей этой коронованной кампании. И вот тут начинается то, ради чего в это вообще залипаешь. Потому что 9 королей игра не про победить, она про сломать. Собрать такое комбо, от которого твои маги, бомберы и, да, разумные грибы начинают выкашивать врага пачками, а игра в какой-то момент сама умоляет тебя остановиться. Один забег минут 10-15. Беда только в том, что потом ты говоришь «ну еще разочек», а потом поднимаешь глаза, а на часах 2 ночи. В Steam рейтинг очень положительный. По мне, это идеальный старт для подборки. Долгое время с Героем Меча и Магии была грустная история. Новые части все нет и нет, фанаты ходят голодные, и держать жанр на плаву приходилось инди-разработчикам. И вот один из тех, кто подхватил знамя в годы засухи. Heroes Hour 2022 года, который на минуточку в одиночку собрал один человек, Бенджамин Хауэр из Копенгагена. Я до сих пор не очень понимаю как. На глобальной карте все родное до мурашек. Видишь героя, собираешь ресурсы, лазаешь по точкам интереса, отстраиваешь город, качаешь армию. Любой, кто провел детство в третьих героях, будет тут как дома с первой минуты. А вот бои – личное изобретение Хауэра. И именно они отличают игру ото всех остальных. Никакой пошаговой шахматной доски. Армии сходятся в реальном времени, и по экрану одновременно мельтешат сотни крошечных спрайтов, которые самозабвенно лупят друг друга. Тут ты не шахматист, а дирижер. Задаешь стойку, двигаешь отряды общими командами, кидаешь заклинания, а дальше эта орущая толпа живет своей жизнью. Поначалу выглядит как полный хаос, потому что это и есть хаос. Но когда учишься его читать, затягивает капитально. И вот что важно сегодня. Сейчас, когда Ubisoft с Hooded Horse выкатили отличную Olden Era, а в нашей подборке ждет еще и роскошная Songs of Conquest, у Heroes Hour остается один железный козырь. Вот эти самые живые, бурлящие бои в реальном времени, которые больше нигде нет. Плюс 11 фракций, гора юнитов и заклинаний, и ценник заметно скромнее. Лучшая новость в том, что история на этом не заканчивается. Хауэр уже доказал, чего стоит, и в этом году нас ждет вторая часть. На сей раз не в гордом одиночестве, а с целой командой и под крылом той самой Hooded Horse, что стоит за Olden Era и 9 Kings из этой подборки. Так что первая часть — это сейчас еще и отличный повод втянуться в серию до того, как подъедет сиквел. Знаешь, что бесит в большинстве тактик? Промазать из дробовика в упор с шансом попадания 95%. Так вот, в Into the Breach такого не случится никогда. Здесь вообще нет рандома в бою. И это, как ни странно, делает ее одной из самых напряженных стратегий, что я вообще знаю. Сделали ее те же двое, что когда-то подарили нам FTL, студия Subset Games. И если FTL была про хаос и импровизацию, то Into the Breach про идеальный расчет. Завязка такая. Из-под земли лезут гигантские твари по имени Веки, а ты управляешь 3 боевыми мехами из будущего, чтобы их сдержать. Все происходит на крошечном поле 8 на 8 клеток. И вот главная фишка. В начале твоего хода игра честно показывает, кто из врагов куда ударит. Ни одного сюрприза. Поэтому твой ход — это не атака, а головоломка. Как за пару движений все разрулить.
А разруливать приходится хитро. Толкнуть века так, чтобы он впечатался в соседа, спихнуть тушу в воду, развернуть его жалом прямо в спину его же дружкам. И вот что важно, убить тут всех нельзя, да и незачем. Твоя настоящая задача спасти город, потому что здания питают твоих мехов. Так что каждый ход это маленькая шахматная задачка ценой в целое человечество. А когда таймлайн все-таки рушится, один пилот прыгает во времени назад, и ты начинаешь спасать Землю заново. Гениально, изящно и абсолютно заслуженный титул «Игра года» от PC Gamer. Если в подборке и есть эталон чистого дизайна, то вот он. There are many stories in our past. Many interesting. А вот игра, где ты не герой. Серьезно, герой тут ходит сам по кругу без твоего участия и сам рубит мечом все, что подвернется. Твоя роль куда интереснее. Ты тот, кто строит ему мир и, по злой иронии, заодно подкидывает ему врагов. Сделали Loop Hero небольшая российская студия Four Quarters. Издатель – культовая Devolver Digital. И выстрелило это так, что в марте 2021 года 500 000 копий разлетелись за первую неделю, а игра взлетела в топы Steam по соседству с Valheim. Маленькая инди, а шуму на весь мир. Завязка мрачная и красивая. Лич стер мир в небытие, осталась лишь дорога-петля да горстка слизней. И ты, выкладывая карты, буквально достраиваешь реальность обратно. Поставил лужайку, герой получил здоровье. Воткнул кладбище или болото, на дороге завелись твари. И вот тут главный нерв всей игры. Чем больше дряни ты насажаешь, тем жирнее добыча, но тем выше шанс, что твой же герой ляжет на следующем витке. То есть ты сам себе кузнец, удачи и могильщик. А в конце каждого круга вечный вопрос: смыться домой с трофеями или жадно пойти еще на один заход. В лагере ресурсы уходят на постройки, и ты по кирпичику возвращаешь стертый мир. Гениальная, ни на что не похожая штука с очень высоким рейтингом. Хочешь стратегию, которая работает не как все? Добро пожаловать в петлю. В телеграм-канале «Быть инди» вы можете проголосовать за тему следующего выпуска и написать те игры, которые туда должны попасть. Другие уже это сделали. Я рассказываю также об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Буду вас там ждать. Если предыдущий Heroes Hour был по управлению хаос, то Songs of Conquest про красоту и расчет. И насчет красоты я не шучу, это, пожалуй, самый прекрасный пиксель-арт во всей подборке. Спрайты нарисованы поверх трехмерных декораций, все дышит, переливается и анимировано так, что иногда просто сидишь и любуешься карты, забыв сделать ход. Делала ее шведская студия Lava Potion под крылом Coffee Stain, тех самых, что стоят за Valheim и Satisfactory. Игра несколько лет зрела в раннем доступе и вышла в релиз уже отполированный до блеска в 2024. И да, это самый честный наследник Героев Меча и Магии 3, какого только можно желать. Все на месте. Исследуешь карту, собираешь ресурсы, отстраиваешь города и рубишься в пошаговых битвах на сетке. Героев тут зовут вилдерами. Это маги-полководцы, каждый завязан на свою фракцию. А фракции 4 – благородные рыцари, болотный лягушачий народ, нежить и наемники. И играются они по-настоящему по-разному. Но главная находка – магия. Никакой привычной маны. Вместо нее – эссенция, которую прямо в бою копят твои же юниты. Каждый своего типа. То есть состав армии напрямую решает, какие заклинания ты сможешь швырнуть. Плюс лимит на размер войска, который не дает собрать тупую непобедимую толпу и реально заставляет шевелить мозгами. Шикарная, умная и заслуженно с высоким рейтингом Steam. Хочешь именно классических героев, но свежих и не банальных, бери не думая. После строгих средневековых героев давай резко сменим декорации. На неоновый sci-fi Star Renegados выглядит как 16-битная JRPG, которую прогнали через Synthwave клип. Пиксельные спрайты, объемный свет, частицы. Сделала ее канадская студия Massive Damage. Издала Raw Fury, и вышла она еще в 2020. По структуре это роуглайт. Ведешь отряд повстанцев против злой империи, прыгая по измерениям и пытаясь разорвать порочный круг. Маршрут по планете выбираешь сам, в духе Slay the Spire. Рискнуть и пойти дорогой потяжелее ради добычи или поберечься. Но все держится на боевке. Сверху шкала очередности ходов, и вся суть в том, чтобы ею жонглировать. Бьешь врага правильной атакой в правильный момент и отшвыриваешь его ход вниз по таймеру.
таймингу, а если совсем красиво, прерываешь его удар вообще, до того, как он случится. Это не про кто больнее лупит, это про то, кто кого переиграл по таймингу. Каждый бой – маленькая головоломка. И отдельная гордость игры – система противников. Враги тут не пушечное мясо, они тебя запоминают. Удрал от тебя вражеский капитан в прошлом забеге, в следующем вернется прокачанным и с личным к тебе счетом. Этакий злопамятный неймсис. Один нюанс – забеги тут длинные, по 6-8 часов. Так что это роуглайт на подумать, а не на 5 минут. Зато высокий рейтинг и совершенно особый вайб. Любишь тактику и неон – это твое. Окей, а вот идея, которая меня забавила еще до запуска. Представь королевство, где подданные настолько ленивы, что работают только когда ты смотришь прямо на них. Отвернулся, все, лесопилка встала, армия не нанимается, жизнь замерла. По сути, это тот самый мем. Начальник зашел, сделай вид, что занят. Только начальник тут ты, точнее король. Сделала The King's is Watching студия Hypnohat. Издала Tiny Build, вышла в июле 2025 и сразу залетела. Одна только демка собрала 300 тысяч скачиваний с 96% положительных отзывов. Механика гениальная в своей простоте. Твое королевство – небольшая сетка зданий, а твой королевский взор – рамка, подсвечивающая всего несколько клеток. И все. Работает только то, на что ты смотришь, а смотреть надо везде и сразу. Тут ресурсы добывай, там армию плоди, а в ворота уже ломятся враги, которых нужно встречать. И вот ты сидишь и буквально мечешься взглядом по собственному замку, разрываясь между накопить и отбиться. Взор со временем расширяется, королей несколько, у каждого свой стиль, но суть одна – это стратегия про то, куда направить собственные глаза. Не без шероховатости, местами рандом покусывает, но как еще один забег и точно спать затягивает зверски. Из интересных фактов, изначально разработчик не планировал делать рогалик, но в какой-то момент пришел к издателям и сказал, что нужно делать. Недавно вышло обновление «Коварные пески». Еще из интересного, разработчику предлагали сделать бандл с игрой 9 Kings, но посчитал, что это какие-то ноунеймы и зачем ему это. Знаешь, что обычно отпугивает от РТС обычного игрока? Микроконтроль. Сотни кликов в минуту, выделение рамкой, горячие клавиши, не каждый такое вывезет. И вот Pocket Watch Games, те самые, что сделали Монако, взяли и придумали стратегию, в которой комфортно рубиться хоть с геймпада на диване. Фишка вот в чем. Ты не дергаешь каждого юнита по отдельности. Ты управляешь одним персонажем, знаменосцем, который бегает по карте как живой курсор. Подбежал к врагу, нажал кнопку, и вся твоя орава ринулась следом в атаку. Буквально пара кнопок. А тактическая глубина никуда не делась. Матчи короткие, по 5-12 минут, но с драмой полноценной большой стратегии, а отдельно влюбляешься в сеттинг. Представь скотный двор, скрещенный с революцией в духе начала 20 века. Только все это среди милейших пиксельных зверушек. И вот эти лапочки ведут друг с другом мрачную классовую войну. За что? За еду. А еда тут – это плоть проигравшего. Да-да, это стратегия про звериный каннибализм, где кабаны жгут из огнеметов, а скунсы швыряются ядовитым газом. Очаровательно и жутко одновременно. Компания, честно скажу, местами слишком резко подает по сложности. Это ее главный минус. Зато мультиплеер и сплитскрин на диване, отличный саундтрек и фирменный черный юмор. Маленький, злой и совершенно ни на что не похожий зверинец. И закрывает подборку игра для всех, кто годами тосковал по Advance Wars. Если ты не в теме, это культовая консольная тактика про войну на клетчатых картах, которая к моменту выхода Wargroove молчала уже больше 10 лет. И вот лондонская студия Chucklefish решили, раз Nintendo не делает, сделаем мы. Основа знакомая до боли и приятная. Захватываешь деревни ради дохода, нанимаешь войска, ведешь их по сетке и громишь врага. Но тупо копировать тут не стали. Во-первых, критические удары здесь не от балды, как в оригинале, а зависят от позиции. Поставил копейщиков плечом к плечу, получил бонус. Тактика, а не лотерея. Во-вторых, командиры. Это герои прямо на поле боя, и у каждого своя суперспособность. Грув, который копится по ходу битвы. Можно дать отряду лишний ход, накрыть своих защитой, влепить крит. Но есть нюанс. Погибнет твой командир, мгновенно проиграл всю битву. Риск, из-за которого ни одна партия не превращается в нудную возню. Командиров 12 на 4 фракции. И среди них, не могу промолчать, есть пёсель в доспехах. Хороший мальчик. А еще мощнейший редактор. Карты, миссии, катсцены, даже собственные правила, целый конструктор. По сути, контент тут бесконечный силами сообщества. А после патчей игра стала только лучше.
Все высшие игры я показал вам как игрок, который их любит, а Empire's Edge разрабатываю сам. Точнее, мне помогает художник, с которым до этого вместе сделали около 10 флеш-игр в 10-е годы. Раз уж канал про инди, было бы странно о собственном проекте промолчать. Это пиксельная 4X стратегия в реальном времени, и растет она из старой школы. Я вдохновлялся культовой мегаломанией начала 90-х. Ты начинаешь вождем дикого племени на парящем острове и ведешь свой народ сквозь эпохи, с каменного века и дальше. И моя любимая фишка, с каждой эпохой город перерождается прямо на глазах. Соломенные хижины сменяются замками, потом заводами, потом футуристическими лабораториями, от дубин к боевым мехам. Играется все в реальном времени, но без суеты. Можно нажать паузу, спокойно осмотреть острова, оценить обстановку и раздать команды рабочим. А можно наоборот ускорить время и быстрее дождаться, пока цивилизация подрастет. И ты тут не один. Соседние острова держат другие фракции. Каждый со своим характером, кто-то душит агрессией с самого старта, кто-то берет технологиями. Над ИИ я вожусь отдельно. Очень хочется, чтобы было интересно играть самым опытным игрокам. Конечно, будет выбор сложности, чтобы можно было просто кайфануть без вызова. Игра в активной разработке, идет закрытый плейтест. Часть интерфейса и артов пока временная. Я буквально сижу и переделываю все по отзывам игроков. Бывает, выкатываю по несколько обновлений за день. Так что если Empire's Edge хоть немного зацепило, лучшее, что вы можете сделать, это добавить ее в виш-лист. Для инди это реально на вес золота. Каждый такой клик помогает игре выжить и попасться на глаза другим людям. А если хочется потрогать руками и не пугать сырой билд, записывайтесь в плейтест. Я рад каждому, все ссылки оставлю под видео. И раз уж досмотрели до конца, напишите в комментариях, какой игры вам в подборке не хватило. Хороших пиксельных стратегий еще гора, так что если наберется достаточно идей, соберем вторую часть. Спасибо, что были рядом. До встречи в следующем выпуске.